Мукеш был болливудским исполнителем песен. Он начал свою деятельность в конце 40-х годов. Наряду с Кишором Кумаром и Мохаммедом Рафи он считается одним из трех главных певцов-исполнителей того периода. Хотя он был известен как певец, иногда он занимался и иной деятельностью, снимался в фильмах, был музыкальным режиссером и продюсером. Мукеш Чандра Мадхур появился на свет 22 июля 1923 года недалеко от Дели. Его отец был инженером. Мукеш был шестым ребенком в семье из 10 человек. Увлечение Мукеша искусством появилось очень рано. В детстве он тайком подслушивал сестру, когда учитель обучал ее музыке. Повзрослев, он был полностью очарован песнями Сайгала. Очень долго он пел в его стиле. После 10 класса Мукеша наняли в департамент общественных работ в Дели. Но даже тогда он был увлечен только искусством. Он экспериментировал с записями и много занимался, чтобы улучшить свое пение. Однажды, когда Мукеш пел на свадьбе своей сестры, его дальний родственник по имени Матилал услышал его и был очень впечатлен. Матилал был успешным актером в Бомбее. Мукеш уехал вместе с ним в Бомбей, тогда ему было всего 16 лет. Мукеш взял уроки пения у пандита Джаганатха Прасада, потому что в те дни быть обученным певцом было обязательным условием для того, чтобы стать актером, а он был полон решимости добиться успеха в кинобизнесе. Ему удалось получить роль в фильме «Нирдош» 1941 года. В этом фильме он выступал и пел для себя сам. Мы с вами должны помнить, что обычай иметь отдельных певцов для песен еще тогда не был нормой, поэтому в те дни актеры обычно пели для себя сами. Как и многие его современники, Мукеш сначала подражал Сайгалу. Говорят, что когда Сайгал услышал его песню, он заявил, что не помнит, как пел ее, и ему сказали, что он ее не пел, а спел ее новый певец Мукеш. Однако к тому времени, когда вышел фильм «Мила» в 1948 году, Мукеш выработал свой собственный отличительный стиль исполнения. Мукеш, особенно в ранние годы, снялся в нескольких фильмах. Изначально он пел в основном для Дилипа Кумара. Все три хита в фильме «Репутация» 1949 года были спеты Мукешем для Дилипа, в то время как Мохаммед Рафи был голосом Раджа Капура. Затем Мукеш продолжил петь для Дилипа еще несколько хитов, после чего начал исполнять песни для Раджа Капура. Это было неосознанное решение переключиться с Дилипа Кумара на Раджа Капура. Фактически Дилип Сааб сказал фильму «Мела» «да» после того, как услышал песни в исполнении папы, вспоминает его сын Нитин. Более того, папа подошел для фильма «Яхуди» Дилипа Сааба после того, как все остальные певцы отказались. Дилип Сааб сказал: «Давай попробуем Мукеша, у него в голосе пафос». Впоследствии Мохаммед Рафи стал голосом Дилипа Кумара, Кишор Кумар стал голосом Дева Ананда, а Мукеша прозвали душой Раджа Капура. Но между тремя певцами никогда не было вражды, утверждает Нитин. В середине 40-х годов его личная жизнь была интересной. Мукеш завязал любовные отношения с 18-летней девушкой по имени Сарал. Это было незаконным делом, так как семья девушки была категорически против союза. Она была дочерью богатого Гуджаратхи Брахмана, тогда как он был никем. У него не было собственного дома. Он занимался сомнительным кинобизнесом и имел непостоянный и ненадежный источник дохода. Их сын вспоминает: «Моя мать была гуджаратским брамином. Она не трогала лук и чеснок, а папа был мясоедом. Когда семья узнала об их отношениях, они заперли ее в комнате. Ни в коем случае они не позволили бы ей выйти замуж за кина Валлаха, мясоеда и пьющего. Папа всю ночь стоял у ее дома, мокнул под дождем, только чтобы хоть мельком взглянуть на нее». 22 июля, в день рождения Мукеша 1946 года, Мукеш и Сарал сбежали и поженились. К счастью, это был понедельник, и маме позволили пойти в мандир Шивджи. Она наложила мехенди на руки и босиком подошла к выходу. Оттуда они поехали в Кандивали, где и поженились. Естественно, об их побеге ходило много сплетен и были безудержные предсказания, что этот брак потерпит неудачу. Однако брак продлился до смерти Мукеша в 1976 году. За 30 лет брака у них появилось на свет 5 детей. Поскольку Мукеш сам не получил должного образования, он хотел, чтобы его дети обязательно выучились, несмотря на финансовые сложности. Его сын Нитин вспоминает:
Рита, моя старшая сестра, и я были его старшими детьми. Мы видели его борьбу за выживание, в то время как другие трое – Налини, Мохниш и Намрата – родились с серебряной ложкой во рту. Хотя папа был известен благодаря песням Авара Хун из фильма «Бродяга» и Мэраджуты Хайджапани из фильма «Господин 420» в 50-х годах, он обанкротился после того, как занялся кинопроизводством. Мукеш снял 2 фильма, один из них так и не выпустился, а второй стал неудачным, но песни из этих фильмов по-прежнему являются хитами. Он также совершил ошибку, переключив внимание на актерское мастерство. «Я часто шутил с ним. Слава богу, ты бросил играть. Ты плохой актер», — вспоминает его сын Нитин. Вспоминая тяжелые финансовые дни, Нитин рассказывает: «Когда я учился в 5 классе, а Рита в 3, нам запретили сдавать экзамены, поскольку папа не заплатил за обучение. Был ненастный дождливый день, и директор отправил нас домой. Рита, которая была хорошей ученицей, была расстроена из-за того, что не успела сдать экзамены, в то время как я был счастлив вернуться домой. Мы шли к нашему дому на Напинси-роуд. Папа ужаснулся, увидев нас. Он был в ярости от того крайнего шага, который сделал директор. Но бедняга знал, что это его ошибка. Нитин признается, что часто местный продавец овощей одалживал его папе деньги. Но папа никогда нам ни в чем не отказывал. Велосипеды были у всех соседских детей, а я тоже хотел. Папа подарил мне импортный велосипед Philips. Позже я узнал, что он взял на это деньги под проценты. Он также купил горный велосипед у Латы Джи, Мангешкар. Вместе с нами он даже катал соседских детей, вспоминает Нитин. В те дни песня, попавшая в Бинака Гитмала, музыкальный фильм для радио, ознаменовалась успехом. Всякий раз, когда папина песня выпускалась, вы не можете себе представить сцену в шале. Каждый ребенок получал угощение. Мороженое, 1 рупию, 5 рупий. Его песни «Саванка Махина» из фильма «Милан», «Бол Радхабол» из фильма «Сангам» и песня из фильма «Хлеб насущный» долгое время оставались на вершине. В общественном сознании Мукеш стал ассоциироваться с Раджем Капуром. Это было связано с тем, что он пел песни для героев Раджа Капура. Когда Мукеша не стало, Радж Капур сказал: «Я потерял голос». Говорят, что временами Мукеш почти завидовал вниманию к Раджу Капуру. Например, когда он был на Маврикии, он заметил, что когда он встречался с людьми, обычно ему задавали пары вопросов о самом себе, а затем бесконечное количество вопросов о Радже Капуре, но при этом у них были теплые дружеские отношения. Радж Джи был его самым верным другом, тем, кто понимал его боль и поддерживал его сквозь все препятствия, говорит Нитин Мукеш. Любая песня Раджа Капура должна была быть сначала одобрена лириками Раджа, Хасратом Джайпури и Шайлендрой, композиторами Шанкером и Джей Кишеном и, конечно же, певцами Латой Мангешкар и Мукешем. Запись песни Раджа Капура означала праздник. Звукозаписывающая вечеринка перетекала в наш дом. Радж Джи приезжал посреди ночи на своей импале, чтобы подбросить папу. Моя мама немедленно закатывала наши матрасы. Она знала, что поздний звонок означал, что пришел дядя Радж. Он называл меня Голди Баба и заливал нас, детей, любовью и подарками. Нитин продолжает. Когда песня из фильма «Сангам» 1964 года была записана ранним вечером, Шанкар Джи приказал отправить все цветы из известного цветочного магазина в дом Мукеша Чанда. Цветы все приходили и приходили, а у нас была только одна комната. Радж Джи принес катушки домой и играл на них всю ночь снова и снова. Пил, аплодировал, плакал. В голосе Мукеша была несомненная меланхолия. Папа сказал, что если ты не чувствуешь песню, ты не можешь выразить эту эмоцию. Именно сострадание добавило пафоса его голосу. Год за годом он ездил по ночам в анонимности, раздавая зимой одеяло бедным.
Но по натуре он не был грустным, он наслаждался своим напитком, он был душой вечеринки. Представьте, что Радж Капур называл его Марлоном Брандо. Нитин добавляет: «Папа был моим гуру. Я обязан ему своим стилем. Он научил меня двум вещам. Во-первых, важно быть хорошим человеком. Во-вторых, пойте просто, не принимайте ненужных аркад только для того, чтобы показать свое мастерство. Пойте от всего сердца, чтобы оно достигло сердец других». Хотя Мукеша окрестили певцом обычного человека, его слава достигла далеких русских земель, а Вайрахун записан на 14 диалектах русского языка. В России принято играть Мираджута Хайджапани и Чак Дана, обе песни из фильма «Господин 420», во время свадьбы, сообщает Нитин. 1960-е годы были также интересным десятилетием для Мукеша. 4 ноября 1961 года у него родился второй сын Мохниш. В 1962 году он отправляется с концертным туром по Великобритании. В 1966 году у него родилась третья дочь Намрата. В 1967 он отправляется в концертный тур по Суринам. 70-е были для него особенно насыщенными. В 70-м году он получает свою третью премию «Фильмфея». В 1974 году он получает национальную премию. Он совершает многочисленные зарубежные поездки в такие места, как Лондон в 1972 году, в Африку тоже в 1972, в Канаду в 1976 и США в 1976 год. Его последней записанной песней была «Чанчал Шитал Нирмал Камал» из фильма «Истина, любовь и красота» в июне 1976 года. Вскоре после записи этой песни он уехал в музыкальный тур по США. Концертный тур по США в 1976 году с Латой Мангешкар стал для него последним. Это было вскоре после того, как наступила 30-я годовщина его свадьбы. 26 августа 1979 года певец Мукеш и его сын Нитин Мукеш впервые спели вместе на концерте в Детройте в США. К сожалению, он оказался и последним. Песня из фильма «Мое имя Клоун» стала предвестником скорой разлуки между отцом и сыном. Мукеш скончался на следующий день, 27 августа, незадолго до очередного запланированного концерта. Мукеш должен был выступить с Латой Мангешкар вечером 27 августа 1976 года в Детройте. Когда певец пожаловался на беспокойство, когда его везли на машине скорой помощи в больницу, он попросил свою Рамаяну и все время вспоминал свою мать. «Я чувствовал себя таким беспомощным, когда он скончался. Это был его 5-й сердечный приступ», — говорит Нитин, который был с ним в последние часы. Мукешу было всего 53 года. Дома была пустота. Радж Капур долгое время чувствовал себя беспомощным. Съемки фильма «Истина, любовь и красота» уже шли, но он не мог работать. Он не мог плакать, но была тоска. Его жена Сарла пережила Мукеша на 32 года и ушла из жизни в феврале 2008 года. Тело Мукеша было доставлено в Индию, и он был кремирован в крематории Банганга в Южном Бомбее 30 августа 1976 года. После его смерти его репутация не ослабевает. Было сделано множество ремиксов его более раннего материала. Он даже получил свою 4-ю премию посмертно за работу в фильме «Любовь – это жизнь». Его манера пения с прекрасным тоном и дикцией считалась непревзойденной. Боль, которая была в его голосе, не могла быть воспроизведена кем-либо еще. В его грубом голосе чувствовалась нежность и радость с порциями скрытой тоски. У него появилось огромное количество поклонников, и он стал легендой среди легенд. Маэстро музыки Салил Чоудхури похвалил Мукеша следующей цитатой: «Каждое слово с его губ было жемчужиной. Никто не мог петь так, как это делал Мукеш, с правильной дикцией и интонацией. Его вокальный тембр был не от мира сего».